Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. В сегодняшнем видео поговорим о новинке от японского производителя Daiwa. Это универсальная шпуля для катушек Daiwa. Вот эта универсальная шпуля, которая находится в этой коробочке, предназначена для использования со следующими моделями катушек, таких как Frims, Fuego, Exceller, Legalis, Ninja, ну и также множество моделей, получается, катушек от компании Daiwa. Если, друзья, вас заинтересует такая шпуля, ссылочку на эту шпулю, где я приобретал, оставлю в описании. Переходите, внимательно смотрите, какая у вас катушка, выбирайте и заказывайте. Ссылочку на этого продавца, еще раз повторюсь, оставлю в описании. Продавец проверенный. Данная шпуля пришла мне за неделю. Также, друзья, оставлю ссылочку на эти шпули с AliExpress, но там могут возникнуть проблемы. Ну а по цене будет так же, как и если заказывать с Озона. Вот. Так что, ну, смотрите сами, кому где интересно будет. Но проверенная ссылочка — это с Озона, вот где я заказывал. Так что переходите и смотрите. Давайте, друзья, наверное, сейчас вот эту родную шпулю отставим в сторонку и рассмотрим, получается, вот эту универсальную. Для чего я приобретал, друзья, данную шпулю? Поскольку ловлю такой на универсальный комплектик, им можно ловить и на реке, и на озере, но поскольку ловлю на озере более тонкими плетенками, и когда ловишь на реке, все-таки на реке много всякого абразива, ракушек, камней, там и коряк. Очень быстро плетенка приходит в негодность, рвется. И вот, чтобы на реке ловить, нужно ставить потолще плетенку. И чтобы нам не сматывать нашу плетенку и ставить на нее новую. Зато вот теперь у нас будет две шпули. Будет, получается, на одной на реке вот можно будет ловить, второй на озере. Переставили быстро и рыбачим. Но я считаю это актуально, поскольку с коробки катушки Daiwa идут только с одной шпулей. Итак, друзья, вскрыли вот, получается, нашу коробочку. В коробочке вот идет так вот запакована в целлофан наша шпуля. Здесь идет втулочка. Идут дистанционные шайбы, ну и вот такая сделана с проволочки скоба для того, чтобы, ну, когда и обслуживаем катушку, и чтобы вот этот вставлять ролик. Про ролик мы поговорим немножко позже. Идут наклейки вот такие, макулатура и больше ничего. Вскроем нашу катушечку, не катушечку, пакетик, шпульку. Получается, по шпуле идет также передний фрикцион, вес товара 25 грамм, размер шпули я брал 2500, ну поскольку катушечка 2500, понятно, у вас если там тысячная, там 5000, там, ну вы уже выбирайте сами. Вот, по, получается, лесоемкости, монолеску диаметром 0,16 можно сюда вместить 150 метров, ну а по плетенке 0,6 по диаметру можно 200 метров вместить на данную шпулю. Данная шпуля по высоте, габаритам, все точно такая же, только, ну, в исполнении вот этой фрезеровки, всяких вот этих частей, рисунка, ну, другая, но это не важно. Ну и по цвету. Раньше Daiwa и Exceller, по-моему, были тоже вот в таком исполнении, потом они вот перешли на серебро. Ну, я считаю, ничего тут страшного, если будет она вот в таком золотистом цвете, даже будет смотреться побогаче. Вот. По вот этим, получается, пружинкам, которые вот идут внутри, вот все одинаково. Единственное, вот плюс в этой катушке и повысит класс нашей катушки, друзья, вот здесь, получается, нету фрезеровки под подшипник, а вот здесь вы можете видеть, уже вот идет под подшипничек, друзья, и уже наша катушка будет на подшипнике. И вот как ранее я говорил, сейчас достану, в комплекте идет вот такая втулочка, друзья, под подшипник сделана, и она вставляется внутрь, да. Ну и вообще
катушка Daiwa XLR LT, она, получается, идет без подшипников. Вот в кноп нужно тоже сделать разборным на подшипниках, поскольку там втулок нету. Я сделал, в подсказках выскочит, можете посмотреть. И получается тоже обязательно нужно делать, здесь стоит втулка, тоже менять на подшипник, чтобы уже спокойно работать с тонкими лесками. Также в подсказках выскочит. Ну и ссылочки на видео оставлю в описании, можете перейти и посмотреть. Но, друзья, смотрите, поскольку я делал тюнинг катушки, как говорил ранее, вот сюда, в этот разборный кноп, идут подшипники 4х7 на 2,5. Это такой же размер, как вот этой втулки. И поскольку у меня подшипнички оставались запасные, я, получается, и вот этот подшипник вместо вот этой втулки поставлю, поскольку, ну, подшипник все-таки есть подшипник, не пластмассовая какая-то втулка. Ссылочки также, друзья, на эти подшипники оставлю в описании. Ну и давайте покажу, как вообще собирается вот эта катушка с подшипниками, ну, чтобы было понятно. Чтобы вам было понятно, чтобы вы купили и быстренько тоже сделали. Внутри, повторюсь, еще вот идет, да, вот такая с проволочки сделана скоба. Вот видите, удобно можно вот поддевать. И вот поддеваю наши вот эти дистанционные шайбочки, вот видите. Эти, друзья, дистанционные шайбы предназначены для того, чтобы вот наша шпуля. Берем, получается, нашу вот эту дистанционную шайбочку и забрасываем вот внутрь, куда должен устанавливаться подшипник. Но если подшипника нету, наша пластиковая втулка. Все, вот туда установили. Далее, друзья, берем, ну, смазанный подшипничек, понятно. Проверенную смазочку также оставлю, друзья, в описании. Вот, можете видеть, подшипник наш поставил. Далее, друзья, берем нашу вот уже разобранную катушку. Здесь вот вы можете видеть, идут регулировочные шайбы для фрикциона, ну, чтобы правильно была намотка нашей плетенки. Берем наверх, друзья, ставим вот эту дистанционную шайбу, чтобы наш подшипник не терся об вот эти регулировочные для фрикциона шайбы. Одеем. Ну вот, друзья, прошел резьбу, неудобно, вот, все. Одели нашу вот шайбочку дистанционную, все, вот стоит. И берем, друзья, нашу шпульку, садим и берем нашу крышечку и закручиваем. Ну все, друзья, вот можете видеть, наша катушечка работает. Все хорошо, работает. Вот так смотрится наша катушечка. Вот так выглядит наша шпулька. Вот можете видеть, да? Вот так она выглядит уже с запасной шпулькой в золотистом цвете. В золотистом цвете. Тоже интересно так смотрится. Красиво. Ну а вот получается родная. Вот, теперь, друзья, вы увидели, что можно, получается, приобрести дополнительную шпулю, использовать разный диаметр плетенки и уже под свои условия, вот где вы будете ловить. Может быть, вы тоже так ловите, как и я, кто-то на озере, потом едете на реку, следующую рыбалку ловите, чтобы не заморачиваться плетеночкой. Вот, Daiwa, компания Daiwa придумала вот такую универсальную шпулю для наших катушечек от Daiwa серии LT. За что им большое спасибо, друзья, скажем. Теперь немножко станет вот все проще нашей рыбалки, поскольку можно будет использовать плетенку, не заморачиваясь с перемоткой. Так что вот так, друзья. Если, друзья, данное видео вам понравилось, поставим палец вверх.
напишем свой комментарий. Ну а я вам, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.